Ты поменял 3 страны. Мог мясо есть каждый день. Кто еще так может себе позволить? Это просто для меня чудо. Мы знали, что это не конечная наша точка. Но они же подходят, пристают к тебе, им прям безопасно, и экономика на высшем уровне. Никто не будет готов к тому, что грядет. Привет, вы на подкасте «Около Канады», и сегодня у меня в гостях финансовый брокер, очень приятный и классный молодой человек Игорь. Всем привет. Так как название канала «Около Канады», живем в Канаде, но у Игоря не только история из Канады, но также еще и из Польши. Так да? точно. То есть ты поменял 3 страны, считай, правильно? Да. Ну, значит, когда я уже подходил к 11 классу, мама в этот момент уже переехала в Польшу, чтобы разобраться там что да как. У нее изначально в планах было, чтобы я переезжал в Польшу после окончания школы. Я не очень поддержал эту идею. Не хотел. Не хотел оставлять друзей, не хотел ничего бросать, но в течение года я как-то это переосмыслил и подумал, что в принципе в Польше больше возможностей, я бы хотел развиваться там, где их больше. И вот когда закончил школу, выпускной, все, мама приехала, мы вместе вернулись в Польшу и дальше там жили 5 лет. И изначально, когда мы туда ехали, мы знали, что это не конечная наша точка. Мы знали, что мы точно будем куда-то дальше ехать. Может, в Германию или другие страны. Но с Германией все выглядело тяжелее. А когда появилась возможность поехать в Канаду, то я подумал, ну Канада — это прям, это ж Канада, это что-то такое Крутое, да? крутое, да. Все говорят, что там дверь можно оставлять и уходить и куда-нибудь гулять, и никто не зайдет в твой дом, не ограбит тебя, что там прям безопасно, и экономика на высшем уровне, и люди там добрые. Я думаю, такая возможность, упустить ее нельзя. И вот то, что ты рассказал, оно сопоставляется с действительностью? Уже сколько ты живешь здесь? Год. Год. Как ты считаешь, сопоставляется? Люди действительно приветливее, а с безопасностью я не уверен. На мой взгляд, это связано с эмиграцией. Потому что, может быть, когда на тот момент я много слышал о Канаде, тогда действительно было очень безопасно. Но из-за того, что сейчас столько много иммигрантов, и им не так уж трудно сюда попасть, соответственно, сюда могут приехать люди, которые не особо ограничены нормами морали и этикета. Мне чаще всего только вот так неприятное какое-то ощущение вызывают бездомные. Да, Правда? да. А в целом другие люди, которые нормально имеют хотя бы съемные апартаменты, то они, адекватные, нет? Конечно. Какого-то абьюза? Ты ощущаешь какой-то абьюз в Канаде? Нет. Ну, я тоже. Польша не оставила для тебя плохой след? Наверное, больше хороший во всем воспоминаний. Ты же 5 лет там прожил. Да, я не скажу, что я не люблю Польшу. Там у меня и прошла моя взрослая жизнь от момента, когда я закончил школу, и там я уже начал работать. Опять же, везде есть свои минусы, и я вижу их и в Канаде, и в Польше, и у меня нет ощущения, что Польша чем-то, прям на уровне хуже, чем Канада. Они одинаковы, просто у них разные преимущества. Да, вот это очень хорошо сказано, потому что когда начинается вот это вот спор насчет того, где лучше, какие минусы, какие плюсы, а тут и там, а в Канаде там многие наши приезжают и говорят, как здесь плохо. Много же людей очень уехало, правда? Много приехало, но также и уехало. Конечно. И начинаются. Наверное, это все зависит все же от того, чего ты хочешь, да, и к чему ты стремишься, какие у тебя нужды. Поэтому ты в целом пока на данный момент тебе хорошо тут, и все твои потребности закрываются, да? Да, в целом, по большей мере, я чувствую именно мой личный прогресс, потому что когда я решил переехать, это было очень сильное решение, потому что я бы поехал туда сам, нет ни друзей, ни семьи здесь, никого, и это умение жить самостоятельно, пытаться выкрутиться из ситуации, оно меня подтолкнуло больше общаться с людьми, чем я общался в Польше. Класс. А мама твоя осталась в Польше? Она уже приехала. О, класс. Ну это же вообще замечательно. Если мама приехала, это вообще Да. прекрасно. Да. Счастье. Расскажи про свою профессию. Расскажи, как ты стала финансовым брокером. Мне кажется, не каждый человек становится финансовым брокером. Я даже такого названия не знала, если честно. Да, как у нас шутят, поднимите руку, кто когда-то проснулся и решил, что он хочет быть финансовым брокером, да, и никто не... Да. Но изначально отношение с финансами у меня было на «ты», потому что мама у меня экономист, и у нас всегда была определенная политика экономии с финансами. Мы всегда следили за бюджетом, следили за тем, как у нас развиваются финансы, финансовые планы. То есть я, в принципе, обладал этой практикой уже с малых лет. И когда я встретился с финансовым брокерством,
в компании WFG, где я сейчас работаю, то я почувствовал, что это как раз та среда, которая очень полезна не только для меня, но и для всех людей, просто понимать, как правильно управлять финансами, как правильно их откладывать, инвестировать, делать планы на будущее, думать наперед Да, это очень относительно пенсии, сколько нужно на пенсию, потому что государство много не выплатит. Ты мне рассказываешь сейчас, я думаю, что нужно завтра напишу тебе, обращусь на консультацию, потому что, да, реально нужно подумать. Вот, Потому что подготовиться к этому моменту нужно заранее, да, а люди думают уже, когда это приходит. И начинают мучиться, страдать. Им, конечно, приходится идти на работу, потому что на пенсию они не могут выйти. Просто не могут себе позволить. да, к сожалению, это так. И вот как ты считаешь, ты живешь уже год в Канаде, до этого жил в Польше, а еще до этого в Украине. Где все-таки люди более приспособлены к тому, чтобы развиваться в этом направлении, то есть откапливать и готовиться к старости? Изначально, когда я вот в Польшу приехал, у меня как раз было ощущение, что здесь экономика-то гораздо лучше. Изначально мы считали в гривнах, Ага. и вот цены какие-то большие по ощущениям. Но потом, когда мы получали зарплату, я все переходил на другую работу, где больше и больше зарплата, то чувствовалось, что здесь гораздо проще жить, просто жить, чем в Украине. Я Мгм. мог мясо есть каждый день. Это Да, просто для меня чудо. да, у нас то же самое было в детстве. Я помню тоже какие-то дорого купить какое-то мясо, там курицу. Это было, Да. да. А в Польше можно и откладывать деньги, мы и откладывали, и пытались куда-то инвестировать. Два плюса и два минуса в Канаде, самых таких явных, которые ты увидел. Хорошо, первый плюс, кто-то может сказать минус, это неразвитый рынок. Я подразумеваю то, что здесь очень много сфер, в которых можно расти, и мало конкуренции. На мой взгляд, для меня как новенького, да, то есть человека, у которого нет кучи денег за спиной, можно открыть бизнес и здесь вырасти. В Европе рынок перенасыщен, там много конкуренции. В то же время даже для моей мамы, она занимается косметологией, она хотела открыть салон в Польше, мы смотрели, там салон на салоне. Просто они соседствуют с друг другом, и открывать еще один не имеет смысла. Слишком много уроды. Тем более, тем более, что они еще и цену начинают опускать, чтобы привлечь себе больше клиентов. Да, это уже начинается начало конца, да? А второй плюс — это разнообразие того, что здесь очень много иммигрантов разных культур. Соответственно, тебе не так уж и нужно куда-то улететь, чтобы познать другую культуру. Ты можешь просто зайти в район или к людям обратиться, или пойти в ресторан какой-нибудь культуры, да, и ты попробуешь их настоящую еду, приготовленную теми людьми, которые там жили, которые ее ели. Это не украинский суши-бар, где там украинцы делают суши, это настоящие японцы, допустим, да, и ты вот ешь настоящие суши, приготовленные теми, кто знает, как их готовить правильно. Ну да, кстати, я об этом не задумывалась, но это реально плюс. Да? У нас все слишком поднастроено под нас, да, а здесь может быть оказаться что-то не совсем привычным, но это новое, и то, что у других. То Да. есть круто, да. А минусы — это бездомные. Мгм. Да, это прям проблема, потому что люди говорят, что все хорошо, они тебя не трогают, но они же трогают. Серьезно, у тебя были какие-то ситуации? Не физически, но они же подходят, пристают к тебе, ты просишь их оставить тебя в покое. Они все к тебе э, пытаются что-то, я не знаю, что-то говорят, что-то они обзывают тебя. Ну, тебе это неприятно, правильно? То есть, как минимум, я слышал, что в Канаде, если ты кого-то абьюзишь, это ну, незаконно. Ну да. То есть, получается, они нарушают закон, но их нельзя штрафовать, потому что у них нету денег. То есть поэтому они могут себе позволить говорить себе все, что захотят, кричать, мусорить. Это немного портит общую обстановку. Да и бывает, они даже немного превышают дозволенное. Я видел ситуацию в Тим Хортенсе, там кто-то заказал пиццу, бездомная просто подошла, забрала пиццу и начала есть. Типа, вы не указали, что типа она кому она принадлежит, поэтому я имею право. Знаешь, иногда думаешь, типа, вот они нас бесят, а с другой стороны, у них такие, они такие свободные люди. Не, ну кто еще так может себе позволить? А второй минус — низкие температуры. Класс. Все-таки здесь трудно будет найти место, где можно будет круглые сутки находиться в тепле. Но ладно, допустим, мы к этому привыкли. В Украине у нас каждый год зима, но Калгари довольно южная
локация, и все равно здесь может быть минус 40. Сейчас я слышал теплее. Я слышал, что всю зиму так холодно, а сейчас мы приехали, и я смотрю, в Рождество дождь был, в целом январь был очень даже теплым для меня, февраль так, да, холодно, в марте уже потеплело, в апреле почему-то похолодало, я этого не понял. Тоже не поняла, что за бред вообще, какой-то качели погодные. Да, ну то есть если хочется тепла, его тут трудно получить. Ну, холода, конечно, да. Здесь нет, к сожалению, как в Америке выбора, что типа, вот, хочешь во Флориду, хочешь куда-нибудь там в Техас. К сожалению. Насчет Америки никогда не думал. В принципе, меня привлекала Америка, Голливудом, Да. Это вообще мечта каждого. да, но с другой стороны, так много штатов, какой выбрать, там у них все везде отличия. Плюс недавно проходили вот эти митинги, люди с оружием выходили, захватывали территории в Нью-Йорке. Это, ну, выглядит опасно. Ну да. Когда я видел, что темнокожие люди пришли на территорию людей, те просили их уйти, они не уходили, они просто там у них как это назвать, на веранде у них стояли, что-то там бунтовали. А эти начали угрожать оружием, и кого засудили? Этих людей, которые хотели защитить свое пространство. Как-то несправедливо. Несправедливо, да. И плюс у каждого там есть возможность купить оружие без какой-то привязки к лицензии, то есть никто не проверяет твое психологическое состояние. Ты просто можешь зайти, купить оружие, у тебя есть ствол. И я не чувствую себя безопасно, когда у каждого есть оружие. Многие говорят, что, ну вот, приехали в Канаду из-за того, что там опасно в Америке. И я в целом одна из таких людей тоже, потому что я тоже считаю, что, ну, типа, это небезопасно. Но с другой стороны, я начинаю думать, ну, там же живут как-то люди. Я уверен, я посещу США. Там тоже много возможностей и много красивых мест. То есть я точно уверен, что я и в Канаде не закреплюсь навсегда. Окей. Я хочу получить гражданство, у меня будет возможность путешествовать, я посещу все страны, и я для себя решу, где я бы хотел остаться. Да, это правильно. Это круто, когда у тебя есть такая возможность. А главное, это все в наших головах. Классно, что у тебя есть открытая позиция к изменению мест, потому что вот у меня в комментариях часто пишут: переезжаешь, вечно переезжают, это какие-то проблемы. Я считаю, это наоборот решение. Почему бы не посмотреть мир и не решить для себя, где тебе будет лучше, набраться опыта, нет? Конечно, как можно знать, от чего мы отказываемся, если мы через это не прошли? Да, отличная фраза. Как думаешь, стоит ли сейчас людям ехать в Канаду? Как-никак, мы все-таки слышали много стереотипов про Канаду, про то какое-то великое место. Оно не настолько великое, но и неплохое, как кто-то может говорить, потому что они разочарованы Канадой. И чтобы это узнать, чтобы для себя это понять, нужно самому прилететь и все это прочувствовать на себе, не слушать мнения и истории каждого о том, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Это не значит, что мне не понравится, правильно? Поэтому второе, сам переезд, это, на мой взгляд, приведет только к плюсам. Это хороший буст к развитию своей личности, это как-никак, это все-таки напряжение, это необходимость проявлять креатив, развивать свое общение, коммуникации, английский язык. Английский язык всегда полезен. Да, во всем мире, между прочим. И развивать его на практике очень удобно. Соответственно, здесь английский прям растет быстро. И даже с этим опытом можно даже здесь не остаться, не жить, но при этом, если даже вернуться домой, с этими навыками, да, с английским языком, мне кажется, гораздо легче найти какую-нибудь работу высокооплачиваемую. И плюс эти навыки общения, они ведь помогают, в принципе, по жизни. Если человека поставить в трудную ситуацию, он начинает развиваться, ему приходится это делать. Соответственно, переезд и иммиграция — это всегда развитие к лучшему. Ну да, только многим просто страшно бывает сделать именно этот шаг, наверное, поэтому... Понятно, они думают, что они не готовы, Да. но они действительно не готовы. Никто не будет готов к тому, что грядет. Как, допустим, ни одна мать не готова к первому ребенку. Это точно! Но Вот мы же же- сказал. Но мы же не говорим, что вот когда я буду готова, тогда уже появится ребенок. Нет, мы принимаем решение, что мы хотим ребенка, и мы принимаем решение, что мы будем делать все, чтобы стать готовыми, чтобы дать ему то необходимое детство, которое мы хотим ему дать. Точно так же с иммиграцией. Когда мы переезжаем,
Мы просто принимаем решение, что мы готовы к изменениям. Мы готовы себя изменить, чтобы адаптироваться. Человек — это существо, очень умеющее адаптироваться. Мы очень живучие, поэтому ничего страшного ни с кем не случится, только изменения и улучшения. Да, вот видите, какая мотивация, вот это зернышко для переезда. Тем более, да, тем более сейчас, ну, как бы, я не знаю, это не канал, давайте провоцировать всех на переезд, но все же просто, наверное, с личного опыта это идет, да, что это сделало жизнь лучше, это сделало жизнь качественнее, интересней, ты стал от этого умнее, да, то есть Я не могу гарантировать, что такой же опыт будет у каждого. Я не могу гарантировать, что только в Канаде такой опыт. Мне кажется, переезд в любую страну несет за собой перемен. Да, в любом случае. Поэтому как бы даже маленький шажочек в какую-то сторону будет классным вариантом для вас. Расскажи, какие у тебя планы на будущее? Ну, для начала получить пиар, Мгм. потом пожить здесь 3 года. Это не самое сложное. Ну да. В Польше труднее. В Польше я 5 лет прожил, к постоянному месту жительства не продвинулся. Потому что там нужно получить себе документ, жить с наличием этого документа в течение 5 лет. Я не знаю, как сейчас, может, что-то поменялось, но тогда нужно было 5 лет с ним жить. А проблема в том, что ждать этот документ год. Мгм. И время ожидания не считается. Тебе дают этот документ на временное жительство тоже на год. То есть через год тебе снова нужно переподаваться. Ну да, блин. Неудобно. Здесь я послушал, ну, я еще изначально, когда планировал, уже купил билеты, я слушал информацию, я слушаю, думаю, господи, год проработать, податься на этот поток, получить себе постоянное место жительства, 3 года просто прожить, не надо там на кого-то работать, это не условие. Просто ты уже просто живешь в Канаде, и все, как ты живешь, им все равно. Это вообще классно. Да. Тебе не надо привязываться ни к работодателю, ни к институту. После PR, да? Да. После PR. Мгм. Даже к провинции вообще просто ты живешь, где хочешь, можешь что делать, что угодно, и после этого ты получаешь гражданство, и я бы хотел уже путешествовать по другим странам. Ну, конечно, США, Мексика, потом уже Новую Зеландию всегда хотел посетить, Вообще, это красота. посмотреть арабские страны, азиатские, развивать свой бизнес и посмотреть, если я могу расширяться в других странах. В принципе, я бы хотел не оставаться в какой-то стране, а всегда иметь возможность перемещаться между ними и взаимодействовать с миром, не только находясь в одной стране. Ну, это классно. Это крутая мечта, ну и как бы и возможность, да, и цель, можно так сказать. Не то, что мечта. Мечта — это очень так, как будто бы ты от этого, Туманно. да, туманно, как будто ты на это никак не можешь повлиять. Это классно, круто. Спасибо тебе огромное, было очень интересно. Я думаю, что вам тоже оставляйте обязательно комментарии ваши, оставляйте лайки и приходите на консультации Да. брокерские, чтобы знать, как ваши денежки вкладывать правильно, и чтобы они у вас не просто лежали, а еще и росли. Все верно. Да, спасибо тебе большое. Классно было поболтать. И до скорых встреч. Пока. Вот, записали. Класс. Давай, может, еще сделаем фотку.